Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. В эти предновогодние дни колоссальную семейную драму переживают известный бизнесмен, сотрудник комитета Руслан Байсаров и певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Уже на протяжении почти 2 месяцев в Москве в специальном хосписе для терминально больных людей в критическом состоянии здоровья находятся родные известных публичных личностей Дэни Байсаров и Елизавета Галкина. Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, которые почти целый месяц находились в России с частным визитом в связи с критическим состоянием здоровья родственников, покидают Россию в связи с тяжелыми правонарушениями, которые они совершили на территории страны. И теперь только один Руслан Байсаров будет отслеживать состояние здоровья Дэни Байсарова и Елизаветы Галкиной. Правда, в этом деле ему помогают сотрудники комитета, которые обеспечивают больных молодых людей всеми необходимыми медикаментами и другими средствами необходимой помощи. Однако вчера вечером стал известен шокирующий факт, в результате которого было выяснено, кто является главным виновником критического состояния здоровья Дэни Байсарова. Зрители с большим стажем могут помнить, что трагедия с Дэни Байсаровым произошла еще 2 года назад, зимой 2022. Отважный молодой человек спас жизнь своей сводной сестры по имени Клава. В связи с чрезвычайной ситуацией, которая возникла по вине Никиты Преснякова, дочь Кристины Орбакайте Клава страдала тяжелым почечным заболеванием и находилась в критическом состоянии. Однако на помощь к своей сестре, как настоящий мужчина, пришел Дэни Байсаров. Он стал донором для Клавы и отдал ей свою почку. Однако лишь несколько дней назад было установлено, что жизнь Дэни Байсарова можно было спасти. И, как показало время и необходимые доказательства, вина в этой трагедии лежит на Кристине Орбакайте и Алле Пугачевой. Лечащие врачи, которые проводили срочную операцию Дэни Байсарову по пересадке почки для дочери Кристины Орбакайте Клавы, подтвердили важную информацию. Медики предупреждали Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте, что Дэни Байсаров является не самым удачным донором, так как у молодого человека и до операции были проблемы со здоровьем. Врачи говорили Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте немного повременить и поискать более удачного донора. Однако Алла Борисовна и ее дочь пренебрегли этой информацией и в буквальном смысле слова сделали Дэни Байсарова разменной монетой. Они пожертвовали здоровьем сына и внука ради спасения дочери Клавы. Более того, лечащие врачи говорили Кристине Орбакайте, что она прекрасно подходит как донор для своей дочери Клавы. Однако Кристина заявила, что у нее идет творческая музыкальная карьера и музыкальные концерты, поэтому она не может делать паузу в своих выступлениях и отказалась от данной операции. Узнав об этом событии, Руслан Байсаров жестко прокомментировал свое решение. Руслан Байсаров известен своим волевым характером и твердым нравом. Узнав об этом событии, он заявил, что если его сын уйдет из жизни, то все виновники трагедии ответят сполна за смерть его сына. Надо отметить, что Руслан Сулеймович Байсаров уже на протяжении 2 лет ухаживает за своим смертельно больным сыном Дэни Байсаровым. Помимо этого, в жизни бизнесмена произошло еще несколько трагических событий. Ушла из жизни его молодая супруга и мать. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.